Доброго дня, дорогие рукодельницы! Сегодня хочу предложить вам связать сумку из рафии. Из этого материала сумки я еще не вязала. Он сейчас достаточно популярный среди вязальщиц, и очень много изделий из него вяжут. Я вязала из рафии Испая. Вот такая вот пряжа. Это остаток от второй бобинки. Мне понадобилось две. Одной бобинки мне не хватило. Вес пряжи в одной такой бобинке примерно 110 грамм. Обычно магазины пишут вес вместе с бобинкой. Вес моей сумочки, готовой уже, 165 грамм. И так как в одной бобинке все-таки нет 165 грамм, а в магазинах обычно пишут, что есть, то мне одной бобины не хватило. Я купила две, поэтому сразу вам говорю, покупайте две. Либо если вы используете пряжу другого производителя, то также ориентируйтесь на вес моточков, которые вы будете использовать. Понадобится вам 165 грамм на такую сумочку. Размер моей сумки. Ее высота вот от этого места до донышка 34 сантиметра. Полная ее высота вместе с ручками 54 сантиметра. И ее ширина 32,5 сантиметра. Сумочку я вязала по кругу. Она получилась у меня без шва. Посмотрите. Вот вторая ее сторона. Стыка у меня нигде нет. Ни сбоку, ни с одной, ни с другой стороны. Единственное, есть небольшой стык, вот, по-моему, он по донышку, но он не сильно заметен. И я старалась вязать специальной техникой столбики с накидом при переходе с одного ряда на другой. Вязала я крючком номер 3. Ссылку на крючки я вам оставлю под видео. Покупала я крючок на Алиэкспресс. Обычный простой крючок. Если вам интересно, ссылочка под видео. Ну вот и все, что я хотела вам рассказать про эту сумочку. Давайте начнем ее вязать. Набираю 51 воздушную петельку. Вот это первая петелька, я ее буду считать. Теперь я пропускаю 3 воздушные петли от крючка, делаю накид, в 4-ю петельку я вставляю крючок и провязываю в нее 5 столбиков с одним накидом. То есть, смотрите, 3 воздушные петельки – это столбик подъема. И дальше еще 5 столбиков. Всего вместе у меня получилось здесь 6 столбиков. Дальше я делаю накид. И в каждую воздушную петельку цепочки я провяжу по одному столбику с накидом. Я провязала 46 столбиков от вот этих 6 столбиков и не довязала до конца одну воздушную петельку. В нее я провяжу 6 столбиков с одним накидом. Я сделала накид, крючок вставляю в самую последнюю петлю и провязываю в нее 6 столбиков. Провязала 6 столбиков. Теперь я буду вязать столбики с накидом по вот этой стороне. Провяжу их 46 штук. У меня как раз 46 до конца ряда. И вот этот кончик я буду ввязывать. Провязала ряд до конца. Вот так он выглядит. Теперь я вытягиваю петельку из последнего столбика и буду соединять начало и конец ряда. Крючок я вставляю в верхнюю петельку из первых 3 воздушных петель, вставляю с изнаночной стороны,
захватываю эту петлю и протягиваю ее на изнаночную сторону. Теперь в это же место я вставляю крючок, вытягиваю петельку, провязываю 2 петли вместе и воздушная петля. Я провязала ложный столбик. Теперь в каждый столбик из вот этих 6, которые у меня здесь сбоку, я должна провязать по 2 столбика с одним накидом. Один я уже провязала, это ложный столбик с накидом. Делаю накид, в это же место провязываю еще 1 столбик. 2, то есть у меня должно быть 12. Дальше провязываю еще 10 столбиков, по 2 в каждый столбик предыдущего ряда. Я провязала 12 столбиков, первый входит в их число. И я забыла вам сказать, что дно сумки я вяжу по схеме, скачать которую вы сможете по ссылочке под видео. Дальше у меня идут боковые столбики, их 46. Также провязываю 46 столбиков с одним накидом, то есть вяжу по одному столбику в каждый столбик предыдущего ряда, всего 46. Я довязала до 6 столбиков, провязанных с этой стороны, которые провязывала в последнюю петельку, и в каждой из них я также провяжу по 2 столбика с одним накидом, и у меня должно получиться 12. Провязала 12 столбиков. Теперь я буду вязать столбики по этой стороне до конца ряда. У меня их будет 46. Провязываю по одному столбику с накидом. В каждый столбик предыдущего ряда всего 46 штук. Начало и конец ряда я соединяю точно так же, как в предыдущем ряду. И сразу у меня провязан уже первый столбик, ложный столбик с одним накидом. И дальше я уже буду провязывать немножко по другому столбике. Сюда же, в это же место, я провязываю еще один столбик с накидом. То есть у меня 2 столбика с одним накидом вместе. Затем делаю накид, и в следующий столбик предыдущего ряда я провяжу всего 1 столбик с накидом. Дальше делаю накид, провязываю в следующий столбик 2 столбика с одним накидом, в следующий провязываю 1 столбик с накидом, и дальше я повторяю 2 столбика с одним накидом, провязываю вместе, и 1 столбик с одним накидом. Буду вязать до тех пор, пока у меня не получится 18 столбиков. Дальше я провязываю 46 столбиков с одним накидом по одному столбику в каждый столбик предыдущего ряда. Теперь вот здесь я провяжу 18 столбиков с одним накидом, точно так же, как здесь. Делаю накид, провязываю сначала 2 столбика с одним накидом вместе, затем 1 столбик. И повторяю еще 5 раз.
Провязала 18 столбиков и теперь до конца ряда провязываю 46 столбиков с одним накидом по одному столбику в каждый столбик предыдущего ряда. Я довязала ряд до конца и соединила начало и конец и провязала ложный столбик с одним накидом. Это будет последний ряд с прибавками. Столбик 1 у меня уже провязан, делаю накид и сюда же провязываю еще один столбик с накидом. Дальше я провяжу 2 столбика с одним накидом в 2 столбика предыдущего ряда. У меня связано 4 столбика с одним накидом. Я повторяю еще 5 раз, и у меня должно получиться 24 столбика. Я связала 24 столбика. Теперь по этой стороне я провяжу 46 столбиков с одним накидом. Затем здесь я провяжу 24 столбика, точно так же, как здесь. И после по вот этой стороне я провяжу также 46 столбиков с одним накидом, соединю начало и конец ряда, как в предыдущем ряду, и мой ряд на этом будет завершен. Вот такое дно у меня получилось. Я его немного отпарила утюгом, чтобы оно было более ровным. И теперь я 2 ряда провяжу просто без прибавок. Один столбик у меня уже провязан, то есть в каждый столбик предыдущего ряда я провяжу по одному столбику с накидом. Так провяжу один ряд, затем соединю начало и конец и провяжу еще один ряд, точно такой же, как этот. Я провязала 2 ряда без прибавок, и у меня всего получилось 6 рядов на нижнюю часть сумки. Теперь я начну вязать основной узор. Мне нужно связать 8 столбиков с одним накидом. Один столбик у меня связан. Вяжу еще 7 столбиков. По одному столбику с накидом в каждый столбик предыдущего ряда. Теперь я делаю 2 воздушные петли, накид, пропускаю 2 столбика и начиная со следующего вяжу опять 8 столбиков с одним накидом. И затем 2 воздушных петли. И снова пропускаю 2 столбика. И начиная со следующего повторяю узор до конца ряда. Теперь в конце ряда мне нужно соединить начало и конец. Я вставляю крючок в первый столбик, в верхнюю его часть, провязываю полустолбик. Затем в следующий столбик я тоже вставляю крючок за обе стенки и провязываю полустолбик. Теперь я крючок вытаскиваю и в третий столбик вставляю его с обратной стороны, захватываю эту петлю и протягиваю на изнаночную сторону. Сюда же вставляю крючок, вытягиваю еще одну петлю, накид, провязываю 2 петли и воздушная петля. Я сделала смещение начала ряда и провязала уже первый столбик. То есть теперь следующий ряд у меня будет начинаться от этого места. И следующий ряд я повторяю так же, как и предыдущий. Сначала провяжу 8 столбиков, один у меня уже провязан, значит провяжу еще 7. У меня провязано 6 столбиков, 7 и 8 я провязываю под воздушные петли.
8 столбиков готовы. Теперь я делаю 2 воздушные петли, пропускаю 2 столбика и, начиная со следующего, провязываю 8 столбиков с одним накидом. Затем, после того, как я их свяжу, я свяжу опять 2 воздушные петельки, пропущу 2 столбика и буду повторять узор до конца ряда. Когда я довяжу этот ряд, я буду его повторять. Также буду смещать начало вязания ряда и буду повторять этот ряд несколько раз, пока я не свяжу сумку нужной мне высоты. Я связала 22 ряда основного узора, и теперь я буду вязать всего один ряд просто из столбиков с одним накидом. То есть у меня ряд будет сплошных столбиков без воздушных петель. Я сделала смещение так же, как во всех рядах узора. Делаю накид, и в каждый столбик предыдущего ряда я провяжу по одному столбику с накидом, и под каждую воздушную петельку я также провяжу по одному столбику с накидом. Во все вот эти ряды под воздушные петли я провязывала по 2 столбика, так как петли было 2, здесь также сделаю. Я провязала один ряд из столбиков с одним накидом. Теперь соединяю первый столбик с последним, провязывая полустолбик без накида в первый столбик вот этого ряда, который я завершаю. Дальше я маркерами разметила, где у меня будут начинаться ручки. Здесь до маркера у меня 12 столбиков, и чтобы не обрывать пряжу, в каждый столбик предыдущего ряда под обе стеночки я провяжу по одному полустолбику без накида. То есть всего 12 полустолбиков без накида. Провязала до маркера. Теперь я его убираю. И в следующий столбик предыдущего ряда провязываю также полустолбик. И сюда, в этот полустолбик, я вставляю маркер. Дальше до следующего маркера я должна провязать 38 полустолбиков без накида. Один у меня уже провязан. Провязываю еще 37. Я провязала 38 полустолбиков без накида, довязала до этого маркера, убираю его, он мне больше не нужен, и набираю цепочку из 100 воздушных петель. Дальше я пропускаю 32 столбика предыдущего ряда, как раз я их отметила маркером, и начиная со следующего столбика после маркера, маркер я убираю, я провязываю 38 полустолбиков без накида по одному в каждый столбик предыдущего ряда. Убираю следующий маркер и вяжу цепочку из 100 воздушных петель. Теперь мне нужно завершить этот ряд, и вот этот вот столбик, в который я вставила маркер, я в него буду вставлять крючок. Вот сюда, в это место, вытаскиваю маркер, вставляю крючок и провязываю полустолбик. Чтобы начать следующий ряд, я опять провяжу ложный столбик, вытягиваю петлю, крючок вставляю в следующий столбик предыдущего ряда, но с обратной стороны. Набрасываю петельку, вытягиваю на изнаночную сторону. Из этого же места вытягиваю еще одну петлю. И в конце воздушная петелька. Дальше каждый столбик предыдущего ряда до воздушных петель, вот здесь я провяжу по одному столбику с накидом. Делаю накид и провязываю столбики с накидом.
Дальше в каждую воздушную петельку цепочки я также провяжу по одному столбику с накидом, затем по вот этой стороне провяжу столбики с накидом, по второй цепочке и довяжу ряд до конца. Провязала ряд из столбиков с одним накидом, обвязала цепочки и боковые стороны. Теперь я вставляю крючок в первый столбик, в его верхнюю петельку, провязываю соединительный столбик, вытягиваю петлю, и дальше, чтобы начать следующий ряд, мне нужно провязать ложный столбик с одним накидом. Провязала, и теперь провязываю еще один ряд из столбиков с одним накидом. В каждый столбик предыдущего ряда я провяжу по одному столбику с накидом до конца ряда. Я связала второй ряд из столбиков с одним накидом, соединила начало и конец ряда, и теперь мне нужно провязать еще один последний ряд. Он у меня будет из полустолбиков без накида. В каждый столбик предыдущего ряда я провяжу по одному полустолбику без накида за обе стеночки. И так буду вязать до конца ряда. Начало ряда можно отметить маркером.